Итак, если ты попал в Дейс недавно и ни хрена не знаешь, то ты пришел по адресу. В этом гайде я расскажу тебе некую базу по крафту в игре. Минимум воды сразу к делу. На связи нескучный Дейс, здорово. Рассмотрим такую ситуацию, когда ты появился на свет без нихуя в кармане. На начальном этапе немаловажным инструментом является нож. Его можно сделать из подручных средств, а именно из маленьких камней, которые валяются у тебя под ногами прямо на берегу. Также их можно найти, пробежав вдоль железной дороги. Нам понадобится два таких камня. Объединяем их и получаем каменный нож. С его помощью можно накопать червей, срезать маленькие кусты, срезать кору с деревьев, открыть консервы и так далее. Далее на очереди у нас костер. Чтобы сделать костер, нам необходимы маленькие палки. Для этого берем нож в руки, ищем подходящий куст и срезаем его. После того, как вы срезали куст, у вас под ногами появится длинная палка. Берем ее в руки и разбираем на короткие. У вас должно получиться 3 короткие палки. Также кусты можно срывать голыми руками. Но учтите, если вы не обзавелись перчатками к этому времени, то игра может наградить вас кровотечением. Чтобы растопить костер, нам понадобится кора, которую можно срезать с дерева. В домах можно найти кучу ненужной одежды, которую с помощью ножа можно разрезать на тряпки, которые также подходят для растопки костра. Если к этому моменту вы успели найти коробку с патронами, разберите ее. После нее останется бумага, она нам тоже подойдет. Итак, у нас есть все необходимое, чтобы сделать костер. Берем короткие палки в руки, совмещаем их с нашей растопкой, при этом на селекторе действия появляется команда «Сделать набор для костра». Нажимаем ее. Когда костер готов, его нужно чем-то разжечь, но под рукой может не оказаться спичек. В таком случае берем короткую палку в руки, объединяем ее с корой и выбираем «Сделать набор для разведения костра». Все, что осталось, это закинуть дровишки в костер, взять в руки наш самодельный рожек и при помощи силы трения создать себе огонь. Теперь, когда костер горит, вы можете приготовить на нем еду, высушить свою одежду, если она у вас промокла, либо согреться в ночное время суток. Из палки и тряпок вы можете сделать себе самодельный факел. Он вам пригодится, если вы решили прогуляться в ночное время суток, либо спуститься в какую-нибудь темную пещеру. Он также вам подойдет как альтернативный источник освещения на базе. Но не советую гулять с ним по открытым полям ночью, так как вы привлекаете слишком много к себе внимания. Если вы нашли бочку, из нее также можно сделать бочку для костра. Для этого необходимо применить нехитрые манипуляции с ножом. Учитывайте тот момент, что при этом нож нехило так изнашивается. Для того, чтобы улучшить свой уже имеющийся костер, вам понадобятся большие камни. Добыть их можно с помощью кирки. Из 8 камней можно выложить круг вокруг костра. Это даст вам бонус в готовке еды. Однако, если добавить еще 8 камней, то можно построить каменную печь и использовать уже ее по максимуму. Это означает, что за один раз вы можете приготовить гораздо больше еды, что сэкономит вам немало времени. Если случилось так, что вы сломали себе ногу и ваш персонаж не может нормально передвигаться, то вам придется сделать себе шину. Для этого вам понадобится 2 короткие палки и 4 тряпки. При этом на селекторе действия выбираем действие «Сделать шину». С шиной вы можете передвигаться не так быстро, как хотелось бы, но зато не будете падать в обморок. Когда нужна веревка, ее всегда нет под рукой. Чтобы ее сделать, нам понадобится 2 стака тряпок. Каждый стак по 6 штук, всего 12 штук. Объединяем их между собой, и веревка готова. Если вы убивали уже какое-то животное,
брали с него мясо, жир, то с него также можно получить и веревку. Для этого вам всего лишь нужно объединить кишки животного и нож, и вы также получите веревку. В этом ролике я озвучиваю самые базовые элементы крафта, о других манипуляциях с веревкой я буду рассказывать в другом ролике, посвященный строительству. Не пропусти. Кости животного также полезная вещь. Объединив их с ножом, можно получить самодельный крючок для рыбалки. Чтобы получить самодельную удочку, просто на длинную палку накиньте веревку, и удочка готова. Вешаем крючок на удочку и можно ловить рыбу, но об этом я расскажу в следующем ролике, про то, как добыть себе еду и воду на карте. Если вы нашли дождевик, его также можно разобрать на тряпки, либо сделать из него нарукавные повязки. Цвет повязки будет зависеть от цвета дождевика. Если вы играете на хардкорных серверах, то это будет отличительным знаком для ваших тиммейтов, и они не подстрелят вас в случае чего. Бывает такое, ты бегаешь по берегу и никак не можешь найти себе рюкзак, но вдруг в каком-то ангаре тебе встречается мешок. Объедини мешок с веревкой и получи сумку на 30 слотов. Далее тебе понадобится 3 коротких палки, объединяешь свою сумку с палками и получаешь джутовый рюкзак. На первом этапе игры это отличное решение. Рюкзак также можно сделать из шкуры животного, но об этом чуть позже. Мешок также можно разрезать на мешковины. Объединив мешковину с рыболовной сетью, можно изготовить маскировочное снаряжение. Капюшон 2 полоски 1 сетка, оружие 10 полос 4 сетки, Мосхалат 4 полоски 2 сетки, плащ 6 полос 3 сетки и маскировочный костюм 10 полос 4 сетки. Сделаем его. Теперь можно залечь в каких-нибудь кустах и ждать своей цели. Из шкуры животного можно сделать дубленую кожу. Для этого понадобится садовая известь. Найти ее можно в сараях и рядом с грядками. В свою очередь, из дубленой кожи можно сделать кожаный рюкзак, о котором я рассказывал ранее, на целых 63 слота. Для этого вам понадобятся инструменты скорняка. Приходит время, когда вещей становится слишком много, и их уже некуда складывать. Пора делать схрон. Для этого придется добыть 8 досок и 17 гвоздей. Будем делать деревянный ящик, куда можно сложить свои пожитки и закопать где-нибудь под елкой. Минус таких ящиков в том, что в них не так уж и много места. Поэтому придется делать парочку, а может и больше. В любом случае, если закопать их в разных местах, то ваш лут всегда будет в целости и сохранности. И после смерти вы сможете к нему вернуться. Также из подручных средств мы можем сделать себе палатку на 100 слотов. Построим пока самую простую из 4 длинных палок и 4 кусков брезента, так как брезент можно найти почти в любом сарае. Про разметку и строительство я расскажу в отдельном ролике. Нужно учитывать тот факт, что если вы захотите разобрать свою палатку, то после того, как вы это сделаете, у вас будет недоставать одной палки и одного куска брезента. Если у вас есть ружье и вы хотите его укоротить, с помощью слесарной ножовки вы можете сделать себе обрез. На начальном этапе игры найти глушитель не так уж и просто, но есть выход из этой ситуации. Если у вас есть бутылка и вы нашли скотч, объедините их вместе и получите самодельный глушитель. И напоследочек, специально для любителей ходячих мертвецов. Если вы нашли биту, вбейте в нее пару десятков гвоздей и наматывайте на нее зомбарей. Привет, Ниган.
Итак, на этом у меня все. Оцени это видео лайком, если это видео было для тебя полезным. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напиши в комментарии, если что-то пропустил. И до новых встреч.